Мы часто представляем пещеры просто как угрюмые провалы в земле, как мрачное место, где обитают летучие мыши и слышно монотонное капание воды. Но истина заключается в том, что пещеры — это далеко не пустота. Это настоящие капсулы времени, в которых история запечатана в камне, древних костях и генетическом коде. Они подобны библиотекам, чьи страницы написаны не чернилами, а минералами и пеплом ушедших эпох. Сегодня мы вскроем эти каменные архивы. Мы узнаем о жутких преступлениях и исчезнувших видах, о древнейших изобретениях и целых экосистемах, многие миллионы лет не видевших солнечного света. Перед вами 10 пещер, которые изменили все, что мы знали о жизни, о человеке и о нашей планете. 10 места. Пещера без головы. Преступление, скрытое в камне. В 1979 году в штате Айдахо семья отправилась в лавовые пещеры Буффало на поиски артефактов. В одном из углублений они обнаружили сверток в мешковине, внутри которого оказалось тело без головы и конечностей. Полиция зашла в тупик, личность жертвы установить не удавалось. Разгадка пришла лишь 40 лет спустя, когда ученые применили метод генетической генеалогии. Цепочка ДНК привела их к потомкам некоего Джозефа Генри Лавлеса, преступника, сбежавшего из тюрьмы в 1916 году после убийства собственной жены. Судя по всему, возмездие настигло его в подземной темноте. Лавлеса убили и расчленили, чтобы скрыть личность. Но пещера сохранила улики на целое столетие. Эта история — напоминание, что даже самые темные тайны когда-нибудь получают голос. 9 места. Лапа Моа — уцелевшая плоть вымершего мира. В 1987 году в Новой Зеландии археологи, спустившись в горную пещеру, обнаружили нечто невероятное — огромную лапу с когтями, мышцами и сухожилиями. Она казалась свежей, однако ее владелец, гигантская птица Моа высотой до 3,6 метров, погиб более 3000 лет назад. Когда-то Моа доминировали на этих островах, пока не появился человек. Полинезийские охотники истребили все 9 видов менее чем за 2 столетия. Лапа Моа — это не просто музейный экспонат. Это обвинительный приговор нашему виду, неоспоримое доказательство того, с какой скоростью мы способны уничтожить целый мир. Пещера сохранила ее, словно природный морозильник, чтобы спустя тысячелетия напомнить нам, кто на Земле является истинным хищником. 8 места. Хрустальная дева Майя — жертва богам под землей. В джунглях Белеза скрывается пещера с поэтичным, но жутким названием Актунтуничельмукналь, что означает «пещера хрустального гроба». Для цивилизации майя это место было вратами в подземный мир Шибальбу, обитель богов смерти. В ее глубинах археологи нашли останки 14 человек, принесенных в жертву. Среди них выделялось тело юноши, полностью покрытое блестящим кальцитом. Тысячелетия капающая вода превратила его в подобие кристаллической статуи, создав символ майяской трагедии — хрустальную деву. Вероятно, его убили, умоляя богов не спаслать дождь во время засухи. Но дожди так и не вернулись, а вслед за ними исчезла и целая цивилизация. Эта пещера — немое эхо веры, доведенной до отчаяния. 7 места. Человек из Чидара, древний британец среди нас. В 1903 году в английской пещере Гоф был обнаружен полный человеческий скелет возрастом 9000 лет. Спустя 9 десятилетий генетики расшифровали его ДНК и совершили сенсацию. Прямой потомок древнего человека живет в соседней деревне и работает учителем истории. 300 поколений, и кровь древнего охотника до сих пор течет в венах современных людей. Но главным открытием стала внешность первого британца.
Он был темнокожим, с голубыми глазами и черными волосами. Это открытие разрушило миф о коренном белом народе Европы и напомнило, что все мы пришли из далеких краев и являемся детьми великих миграций. 6 места. Первое вино Европы. На склонах горы Монте-Крония на Сицилии археологи обнаружили глиняную амфору эпохи меди, чей возраст составляет около 6000 лет. Химический анализ выявил следы винной кислоты, неоспоримое доказательство того, что в сосуде хранилось вино. Это самое древнее вино Италии, произведенное за 3000 лет до появления греческих и римских виноделов. Это не просто напиток, это признак высокой культуры, развитых технологий и важный символ цивилизации. Вино рождалось не в пышных дворцах, а в прохладных пещерах, первых винных погребах человечества, где, возможно, и зародилась традиция, которая до сих пор объединяет людей за одним столом. 5 места. Первое оружие массового поражения каменного века. В пещере Фахейнлена на Шри-Ланке были найдены артефакты возрастом 48 тысяч лет. Крошечные костяные наконечники оказались деталями стрел, древнейшими из когда-либо обнаруженных за пределами Африки. Это означает, что именно здесь человек впервые создал лук и стрелы, инструмент, который навсегда изменил историю. Он позволил охотиться в густых джунглях, где копье было бесполезно. Это был не только технологический прорыв, но и проявление развитого интеллекта. Эти люди не просто выживали, они адаптировались, экспериментировали и творили, будучи настоящими инженерами своего времени. 4 места. След ребенка и собаки. Древнейшая дружба. Во французской пещере Шаве, знаменитой своими наскальными рисунками мамонтов, львов и носорогов возрастом 36 тысяч лет, самое трогательное свидетельство найдено не на стенах, а на полу. Это отпечатки босых ног ребенка и лап крупной собаки. Они идут рядом, словно друзья, исследуя подземную тьму. В одном месте видно, что ребенок поскользнулся, и собака в этот момент подошла к нему ближе. Этим следам 26 тысяч лет, и они, возможно, являются древнейшим доказательством того, что человек и собака уже были вместе не как хозяин и питомец, а как партнеры и спутники. Это первый в мире рассказ о дружбе, написанный не на бумаге, а в глине. 3 места. Храм неандертальцев. На юге Франции, в пещере Брюникель, на глубине 300 метров от входа, были обнаружены 2 загадочные кольцевые конструкции, сложенные из 400 обломков сталагмитов. Их возраст 176 тысяч лет, а создателями были неандертальцы. Это открытие свидетельствует, что они были способны к сложной коллективной работе, владели огнем для освещения и уверенно ориентировались в полной темноте. Но главное, у них было воображение. Они создавали это сооружение не ради выживания, а для некоего ритуала. Это древнейшее свидетельство символического мышления. У неандертальцев была своя культура, вера и, возможно, свой язык. Эти каменные кольца — их собственный Стоунхендж, скрытый в подземной тьме. 2 места. Пещера кристаллов, царство гигантов под землей. В мексиканской шахте Найка рабочие случайно вскрыли полость, заполненную гигантскими кристаллами селенита длиной до 12 метров и весом в 55 тонн. Условия здесь смертельно опасны. Температура 58 градусов по Цельсию и влажность, близкая к 100%, позволяют человеку продержаться без специального костюма не более 10 минут. Эти кристаллы росли 500 000 лет, медленно формируясь в насыщенной минералами воде. Когда шахту осушили, мир увидел это чудо, но сама пещера начала умирать, на воздухе кристаллы начали разрушаться. Эта пещера стала идеальным символом природы, грандиозной, прекрасной и невероятно хрупкой. Одно место — пещера Мавили,
Жизнь без солнца. В 1986 году в Румынии во время строительных работ была случайно вскрыта пещера, из которой вырвался воздух с резким запахом серы. Внутри царила ядовитая атмосфера с низким содержанием кислорода и высоким метана и сероводорода, а также абсолютная непроглядная тьма. Рискуя жизнью, ученые спустились внутрь и обнаружили целый уникальный мир — 48 видов живых существ, 33 из которых больше нигде на Земле не встречаются. Вся эта экосистема существует не за счет солнечного света, а благодаря бактериям, которые добывают энергию через хемосинтез. Это стало прямым доказательством того, что жизнь может существовать в полной изоляции от Солнца. Это открытие дает надежду найти жизнь в подледных океанах спутников Юпитера и Сатурна. Пещера Мавили — это окно в альтернативное будущее, где жизнь рождается и процветает в вечной тьме. В заключение хотелось бы сказать, что пещеры — это не просто дыры в земле. Это величайшие архивы нашей планеты. Они хранят в себе следы древних преступлений и исчезнувших миров, отпечатки первой дружбы, проявления веры и человеческого гнева. Они демонстрируют нам, что жизнь способна выжить в самой кромешной тьме, даже если свет погас миллионы лет назад. И это напоминание о том, что самые страшные и самые важные тайны мироздания всегда лежат в полной темноте. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!